Здравствуйте, судья Наполитано здесь, чтобы судить свободу. Сегодня, четверг, 12 мая 2022 года, вновь по многочисленным пожеланиям, вдали от самого популярного гостя нашей программы, когда он покинул корпус морской пехоты, майор Скотт Риттер, теперь же, к счастью, знаменитый мистер Скотт Риттер. Бывший инспектор Организации Объединенных Наций, настоящий эксперт и отважнейший из мужчин по поводу сегодняшней войны и горя, что она приносит, далеко за пределами полей битв. Скотт, всегда рад вам. Добро пожаловать снова на программу. Спасибо, что пригласили. Вы были одним из первых, кто присоединился к мнению нашего друга, который разделяет ваши взгляды и мои, и один из многих, кто смотрит нас, Фил Джеральди. Он покинул ЦРУ по тем же причинам, по которым вы покинули морскую пехоту. Война окончена, русские победили, у украинцев нет шансов, и чем больше помощи мы отправим украинцам, тем больше невинных погибнет. Честный итог того, о чем вы говорили. Честный итог того, о чем я говорил. Изменилось ли что-нибудь с тех пор, когда мы разговаривали в последний раз, а это было 2 недели назад? Изменилась ли ситуация к худшему для Украины, к худшему для русских? Болен ли мистер Путин, как нам об этом намекают в новостях? Ну, мы вернемся к этому через минуту. Но поле сражения. Прижата ли Украина до сих пор к стенке? Нет сомнения в том, что украинцы прижаты к стенке. Также нет сомнения в том, что 53 миллиарда долларов — это очень много помощи. Тем не менее, Украине не представлено всего того, что такая сумма может представить. Она продлевает этот конфликт. Россия все равно превосходит. Понимаете? Россия все равно продолжает определять эту войну как специальную военную операцию. Это очень важно, чтобы люди это понимали. Россия не воюет с Украиной. И если бы это было войной, это был бы совершенно иной уровень эскалации и насилия, которое бы происходило. Это очень ограниченный конфликт. Он кровавый, он смертельный. Но он очень ограничен. Ограниченное число задач, которые связаны в первую очередь с возвращением Донбасса в руки русскоговорящих, свободных, недавно объявивших о независимости государств Донецка и Луганска, с созданием сухопутного коридора между Донбассом и Крымом, денацификация и демилитаризация, как минимум Россия избрала такую цель. Но это не для поражения Украины, не для устранения Зеленского. Это был бы уже другой уровень, и Россия завершает свои задачи. Я думаю, одна из тех вещей, что поменялись с нашего разговора. Битва за Донбасс, вторая фаза, только начиналась. И было много ожиданий, что свободного прохождения будет немного больше, чем есть. Высокая мобильность и так далее. Выяснилось, что украинцы потратили 8 лет на превращение своей защиты в комбинацию Вердена и линии Мажино. Они заливали бетон и вкапывались глубоко в землю. И русские устойчиво поражали эти защитные сооружения. Но на это уходит время. А если бы это была война, Скотт, чтобы убрать Зеленского, насколько иной она была бы? Я к тому, что, согласно данным новостей, будем об этом говорить. Согласно репортажам новостей, возможно при влиянии ЦРУ, но есть журналисты на земле. Больницы, школы, церкви, жилые многоэтажки, кварталы застройки. Это все было атаковано. Насколько больше, насколько хуже поступили бы солдаты Путина, если бы это была настоящая война против всей Украины? Давайте начнем с того, что заявление, что Россия атакует цели, находящиеся под защитой международного права, это было бы военным преступлением. Если бы русские целились по больницам, школам и так далее. Смотрите, Вашингтон-Пост, издание, которое не является другом Владимира Путина, было вынуждено признать, что украинцы превращают здания, подпадающие под защиту международного права, в милитаризированные зоны. Они укрепляются, они размещают вооружение и снаряжение. Повсюду есть такие видео в интернете. О том, как украинские военные превращают школы в бараки, а церкви в места хранения снаряжения.
Любое разрушение, на самом деле вы знаете, что каждое обвинение в нарушении обязано быть расследовано. Это безответственно собирать в кучу любые заявления. Но есть доказательства в пользу того, что Россия очень аккуратно относится к выбору цели. И если русские выбирают цель, которая при иных обстоятельствах была бы под защитой, они это делают потому, что украинцы превращают место в военную цель. И Россия обращается к принципам боевой целесообразности и пропорциональности, когда совершают удары. Но и Вашингтон-Пост признавал, что украинцы используют гражданских в качестве живого щита. Вы упоминали 53 миллиарда, что, кстати, больше, чем Джо Байдена просили. Думаю, в любом случае он спрашивал бы у Конгресса, чтобы они выделяли ему больше. Насколько 53 миллиарда будут играть роль? Если 53 миллиарда будут выражаться в военно-материальных средствах, уже находящихся в Европе, поправьте меня, если я не прав, военно-материальных, которые принадлежат США и НАТО. Мы не говорим о том, чтобы выписать чек компании Raytheon, изготовить что-то и переправить туда. Мы говорим о военно-материальных средствах, которые уже находятся там. И украинцам приходится учиться этим пользоваться и как это чинить. Мы платим зарплату украинским военным. У Украины нет функционирующей экономики. Их правительство не имеет доходов, они банкроты, полные банкроты. И мы подписываемся подо всем, и часть этих денег пойдет на выплату зарплаты их солдатам. И есть много гражданских расходов. Мы платим за... Украина сейчас полностью на нашем балансе. Наши налогоплательщики не просто перевооружают украинскую армию. Вдобавок к тому, что вы сказали, используя военное имущество, которое размещено по складам, это не новая продукция. Многое из этого уже с истекшим сроком годности. Другое имущество обросло плесенью, и его вытащат из плесени и отвезут украинцам. Их нужно обучать этим пользоваться. Если техника выживет на поле боя, им нужно иметь логистический хвост, который состоит из техников, обслуживания и запчастей. Это требует времени и денег, но это огромные деньги. Я просто напомню слушателям, что русский военный годовой бюджет около 40 миллиардов. Так что мы даем украинцам больше, чем русские тратят полностью на военные расходы в год. Это очень много. Хочу спросить вас по геополитике. Как это опасно для США? Перефразирую. Энтони Блинкен, госсекретарь, я не требую вас залезть к нему в мозг, но вы знаете, как такие люди мыслят. Ллойд Остин, бывший 4-звездный генерал, секретарь Департамента обороны, президент США, независимо от вашего к нему отношения, чувствуют и понимают ли они, насколько глубоко мы завязли в этом, и понимают ли они, что Владимир Путин понимает, как глубоко мы завязли в этом деле. Это был первый раз, когда я услышал, мы финансируем армию и правительство Украины, и они полные банкроты. И мы платим им всем зарплаты, и пищевые рационы, знаменитые военные рационы, о которых любят шутить солдаты. Эта мерзость приходит к ним от нас. Все пойдет от нас. Как опасно это будет, втянуть нас в вариант Третьей мировой. Это самая опасная ситуация за всю мою жизнь, а мне 60. Я участвовал в холодной войне, я служил в 80-х, я помогал в исполнении договора посредством превентивного ядерного удара, который был направлен на избавление от ядерного оружия. В конце 80-х, в предыдущий раз, когда мы были на волоске отступления в ядерную катастрофу. И сейчас опасность еще выше, чем тогда. Я знаю, что Блинкен, Ллойд Остин, Байден и другие вроде Джейка Салливана, советника нацбезопасности, они все заявляли, что не хотят вступать в Третью мировую, и они объясняли почему, потому что это будет означать ядерную войну, которая покончит со всей планетой. И все равно они продвигают политику, которая направляет нас исключительно в этом направлении. Не будет возможности для деэскалации. Все, что мы делаем, это гарантируем, что Украина будет уничтожена, потому что Россия не сможет продолжать свою специальную военную операцию бесконечно с такими ресурсами, приходящими Украине. В какой-то момент России придется пойти на эскалацию, и эскалация означает, сейчас Зеленский приглашает людей к себе, проводит видеоконференции, он погибнет, его правительство погибнет. Украина будет уничтожена не ядерным оружием, но все гражданские структуры, которые до сих пор щадили, попадут под удар. И дело не только в этом. Финляндия говорит о вступлении в НАТО.
Какую часть Россия не позволит восточному расширению НАТО? Какая часть для финнов тут непонятно? Русские сегодня говорят, мы используем военно-техническое решение в этой связи. То же самое они говорили об Украине. Это означает, русские начнут войну с Финляндией и Швецией. Может ли Россия воевать на два фронта? Украина и Финляндия не находятся рядом друг с другом. Во-первых, еще раз, на Украине не война, а специальная военная операция. России придется провести мобилизацию, всеобщую мобилизацию. 1,5 миллиона, 2 миллиона человек под ружье. Обучи их, снаряди их, будь готов их поднять этим летом. И я уверен, Путин в этом направлении и работает. У него нет другого выхода. НАТО не дает ему другого варианта. Хочу спросить, если у вас бывшие коллеги по разведке делились с вами какой-либо информацией о Путине, его душевное состояние, физическое состояние, его политическая сила, что-либо из этого ухудшилось с тех пор, как все это идет 4 месяца, скорее, чем пара недель, как он надеялся? У меня нет прямой связи с людьми из разведслужб по Путину, но я скажу следующее. Люди, которые служат в разведслужбах на сегодня, на тех местах, чтобы судить о Путине, не понимают, о чем они говорят. Они не изучали Путина, они изучали персонажа из комиксов, которого они создали по Путину. Они видят его в нереалистическом ключе, полностью оторванном от реальности. Так что любые заключения, которые приходят сегодня из разведслужб по Путине, я съел бы с большой порцией соли. Мой отважный продюсер, который все это устроил, нашел парня по имени Мэтью Ван Дайк. Мэтью Ван Дайк — это основатель Сынов Международной Свободы. Он наемник, американец, который находится на Украине. Мы надеялись, что свяжемся с ним ранее, но он где-то, поэтому мы можем сделать для вас запись. Но он сказал, что находится в местах, недоступных для интернета. Мы передали ему, что наш военный эксперт Скотт Риттер сказал: «Это бесплодная затея. Русские победили, русские победят. Вы лишь продлеваете все это. Россия рано или поздно победит». Вот что Мэтью ответил. Я верю, что все наоборот. Русские не могут получать снабжение так эффективно, как украинцы, с поддержкой Запада, и не могут выдерживать долгодлительного конфликта под санкциями. Скотт, я не знаю этого парня. Его Гарри нашел. Мы будем думать, что он честен с нами. Мы смотрели о Сынах Свободы. Они тренируют гражданских сражаться в военном стиле. Они также помогают тренировать военных. Он говорит, что находится на полях сражений, у него совсем иная картина, нежели ваша. У него может быть денежный интерес, я не знаю, что вы об этом думаете. Я не буду унижать этого джентльмена, он делает то, что считает правильным, и так далее. Я скажу лишь, что не понимаю, как он может думать, что Украина снабжается лучше, чем Россия. Русские, несмотря на то, что тратят лишь 40-45 миллиардов в год, они запасали на складах амуницию, материалы и так далее. Так что, если Россия мобилизуется, они получат вооружение, с которым они тренировались, и логистически они уже подготовились, чтобы содержать вооружение в порядке, и чтобы получать боеприпасы, которые подойдут к их оружию. Украина сейчас снабжается Западом. 5 разных типов артиллерии. 5 разных типов артиллерии. Каждая требует своего обучения, своего технического обслуживания, своего типа снарядов. Это логистический кошмар. Вы не найдете ни одного логиста в мире, который рекомендовал такой подход к оснащению. Но есть еще то, что Украине надо еще и привозить все это с минимальным уровнем подготовки на поле боя и пытаться использовать это в сложнейшей обстановке, когда русские активно ведут поиски этого вооружения и уничтожают его. Благослови Господь мистера Ван Дайка, я против того, что он делает, я не согласен, что это идет на пользу Украине, ему или США, но он это делает, я уверен, он человек чести, но я должен сделать исключение и надеюсь, что он выживет, потому что ему грозит беда. Ему буквально грозит беда, и он выступил против народа, изучению которого я посвятил всю свою жизнь. И если он считает, что он не под прицелом, ему нужно подумать еще разок. Подумать о своем будущем и вернуться домой. Мы спрашиваем вас последний раз, поэтому спрошу еще разок. Есть ли у Пентагона план «Б», который бы включал использование американского персонала на Украине? Джо Байден не может позволить себе проиграть эту войну. Он сделал ее своей войной.
Вы утверждаете, что ему не стоило. Не меньше, чем Владимир Путин не может себе позволить проиграть войну. Что Байден будет делать, если дело пойдет хуже? И мы только что впулили 55 миллиардов долларов. Так будто выбросили купюры в огонь. Я думаю, что Джо Байден намерен продолжать эту войну до последнего украинца. И к этому он и подводит. Украина пострадает в ужасных масштабах. Опасность не только в том, что Украина выйдет из-под контроля. Джо Байден показал свою способность уходить от проигранных боев, таких как Афганистан. Я думаю, Украина станет за бортом, будет проигранным боем. По-настоящему страшно, если это перейдет на Финляндию. И сейчас мы наблюдаем, что есть возможность конфликта России и НАТО, где наши войска будут принимать участие. Но это не план «Б», это нечто такое, чего никто не хочет. Никто не говорил, что хочет, и никто не должен хотеть. Но в этом направлении мы и движемся. И с этого пути нет возможности свернуть. Джо Байден не готовил пути к отступлению. Нельзя говорить, что ты пытаешься убедить Россию не идти на конфликт для мирного соглашения, пока ты вливаешь десятки миллиардов долларов в своих сограждан, чтобы продолжать этот конфликт. Думаешь, НАТО примет Финляндию? В свете того, что Путин заявил, в свете, так сказать, бочонка с порохом, взрывоопасного по природе взаимоотношения между Россией и Финляндией, да еще и с натовскими войсками и с оружием на границе, как вы и описали. Вы думаете, что НАТО настолько безмозглы, чтобы принять финнов сейчас? Для чего это движение на восток прямо Путину под нос, чтобы угрожать ему чем-то подобным? Мне кажется, НАТО чувствует вину за Украину. Это было неожиданной катастрофой для них. Они Украину сами подставили, и им отчаянно нужна победа. И есть в НАТО кое-кто, кто считает, что присоединение Финляндии и Швеции будет победой. Просто давайте вспомним Финляндию. Финляндия пошла войной против Советского Союза в 40-х в союзе с нацистской Германией. Причина, по которой Финляндия существует, это мирный договор, который они подписали с СССР и обновили с Россией, которым они гарантировали бесконечный нейтралитет. Я не знаю, что означает «бесконечный» для финнов, но на английском это означает «навсегда». И сейчас Финляндия разрывает этот договор, фактически объявив войну России. И любой член НАТО должен внимательно посмотреть на 10-й параграф, который позволяет расширение НАТО. Чтобы понять, что это не политика открытых дверей, от НАТО требуется рассмотреть заявку в контексте общей безопасности всего Альянса. Альянс будет ввязан в войну, если примет финнов, и Альянс будет уничтожен, неважно, конвенционально или ядерным оружием. Никто не сможет объяснить, каким образом Финляндия укрепит безопасность Европы или Альянса. И я надеюсь, что один или более членов поймут, что это смертельная пилюля, и они откажутся голосовать в пользу Финляндии, или как минимум заставят замедлить рассмотрение заявки на вступление, до тех пор, пока украинский конфликт не закончится. И, возможно, более здравые умы придут на смену, чтобы подумать, как решить эту проблему. Насколько долго война на Украине может продолжаться? Насколько долго украинские войска могут держаться? Специальная военная операция закончится ранее, нежели позднее. Думаю, Россия сделает значительный рывок и пробьют ту оборону, о которой я говорил. Они прокатятся по украинцам, и это произойдет скорее за считанные дни, а не недели. Но тут встает вопрос, что делать с этой подлеченной Украиной, которая получит вооружений на десятки миллиардов долларов и восстановит военный потенциал. Россия этого просто так не оставит. Я думаю, мы увидим переход от специальной военной операции к войне, настоящей войне, и это будет совсем другая игра. Я еще раз говорю, если вы видите насилие, которое происходит на поле боя сейчас, подождите, пока Россия не объявит войну Украине. И тогда Украина поймет, как настоящий конфликт выглядит. Это будет уничтожение их народа. Скотт Риттер, второго такого, как вы, нет. Спасибо, что вы присоединились. Спасибо, что пригласили.